Всем привет, я Раевский. Вот и закончилась наша июньская экспедиция в Тибет, перевал Тангла, 12-дневная автономка. В горах, где нет проводников, нет кафе, гостиниц, есть только мы, наше мужество и наше понимание, что мы здесь делаем вообще. Экспедиция со своими задачами справилась полностью, даже, наверное, перевыполнила их. Всех хорошо расколбасило, у всех произошел какой-то прорыв героизма, каждый нашелся, как себя проявить. Было много разных таких крутых ситуаций. Это и переправы через горные реки, причем такие бурные по пояс. Это и встреча с Йети неоднократные, и непогода, и мощнейший такой моральный прессинг, который оказывался на каждого возле стен Шамбалы. Сама энергетика. Такое чувство, как будто тебя взяли за глотку и не отпускают. И это несколько дней подряд. 5 дней мы стояли там. Была и сокровенная часть нашей экспедиции, о которой рассказывать не уполномочен, но она была. И слава Богу, что все получилось. В августе снова сюда. Мы уже планируем, как получше проложить маршрут с новыми людьми, которые хотят такой жизни, которой живем мы, с лучшим оборудованием, с улучшенными пожеланиями по питанию, с чуть-чуть измененным маршрутом. И я думаю, что приключений будет много, а пострадавших как-то, как не было, так и у нас и не появится. Очень в это надеюсь. В этот раз мы ходили с квадрокоптером, который заснял очень большие виды, очень много всего, и наши переходы, и вообще где мы были, что и с высоты. Получится очень красивый фильм. Но все-таки самое главное, идея этой экспедиции, Шамбала существует. Мы были рядом с ней, мы общались не только с ее стражами, верными стражами Йети, но общались и с самими мудрецами Шамбалы. И я думаю, что это оставит неизгладимый отпечаток на всех участниках экспедиции. Они сами подробнее расскажут об этом, что они поняли, что вынесли, как чувствуют. В любом случае все счастливы, причем абсолютно, и хотят сюда опять снова и еще раз. Меня зовут Людмила Ермакова, я в Тибете, здесь идет град, выше 5000 сейчас. Мы сегодня 11-й день экспедиции в Шамбалу, на поиски Шамбалы. И ощущение, что за эти 11 дней прошла целая вечность, я бы так сказала. Привет, меня зовут Даша, я в команде Раевского, я не знаю, знакома с Дмитрием уже более 7 лет. Принимаю активное участие в создании нашей школы. Также готовлю экспедицию сюда, в Тибет. Что я здесь делаю? Хороший вопрос. Я тут в Тибете уже 4-й год пребываю. Это 3-я экспедиция. И, наверное, ответ на вопрос, что я здесь делаю, зачем я сюда вообще еду, с одной стороны, самый простой, с другой стороны, самый непростой. Кажется, что я отвечала на него уже 100 тысяч раз на разных наших встречах, семинарах людям. И это всегда новый ответ, потому что ты всегда как будто отвечаешь на него заново. Когда ты собираешься сюда, ты готовишься целый год, реально целый год. Ты там тренируешься, делаешь еще что-то, психологически готовишься, ищешь правильные отношения. И всегда ты понимаешь, приезжая сюда, ты думаешь, кажется, я опять не готов. Привет, я Александр Гринев. Здесь я впервые.
чем я занят по жизни и почему я здесь, ну, это как раз те вопросы, наверное, которые меня привели сюда, потому что рано или поздно человек начинает задумываться над тем, для чего он родился и какая же миссия его от рождения до смерти, к чему он должен прийти, что он должен сделать. Я думаю, это подходящее место для ответов на эти вопросы. Готова? Да. Вопрос-ответ. Самое яркое впечатление. Переправа сегодня утро. 12 дней автономки. Тяжело было? Очень. Каждый день умирала. Второй раз в Диком Тибете. Какие впечатления вкратце? Он потрясающе красив, и его очень грустно оставлять. И не знаешь, когда вернешься. Есть легенды и поверья, и в прошлых экспедициях мы видели следы йети и их признаки. Что Ой, скажешь об эти этом? йети. Сколько они сводили с ума ночей, и страшно было выйти в туалет. Они действительно чувствуются, они существуют, и это просто... Но потом они стали добрее, и перестало чувствоваться их злостное какое-то внимание. Вернуться хочешь? Очень. Правда, не знаю, когда, но очень хотелось бы скорее. Самое важное, ценное, глубокое, что пылится в городах под слоем быта или каких-то суетливых дел. Здесь вся эта пыль, она слетает очень быстро. Либо сама под восторгом просто каким-то, либо ей помогает дождь, снег и различные суровые испытания в виде переправ, которые у нас сегодня была. И когда вся эта фигня, она уходит, то появляется возможность чему-то настоящему, глубокому в тебе расцвести. На самом деле это очень, очень ценно. В городах или даже на меньших высотах таких явлений с тобой не происходит, таких как здесь. Но все это тоже можно считать не столь значительным, как то, зачем вообще быть более настоящим. На самом деле, если вокруг тебя царит мир в твоей душе и в твоей атмосфере, то людям становится намного легче жить рядом с тобой. И это, наверное, для меня самое главное. За этим я хожу в горы, и за этим я пришла сюда, чтобы вокруг меня и вокруг нашей команды создавалась неповторимая атмосфера, в которой бы глубокие, ценные и важные вещи в людях могли раскрыться. Поэтому приду еще раз, и еще раз, и еще раз, чтобы закрепить. Вопрос интересный. Вопрос интересный. Интересен тем, что в предыдущей экспедиции, когда мы ходили с юга, мы пришли совсем с другой стороны, и в том году очень мощно нас встретила та сокровенная область, куда мы пришли. В этом году место, которое мы обнаружили, которое на 100% соответствует описанию экспедиции Рерихов, оно было тоньше и, можно сказать, нежнее, спокойней. Казалось, что как будто бы нету такой мощи и сногсшибательного потока бурного энергии оттуда. Наоборот, все было очень лояльно, очень тонко и практически незримо глазу. Но при этом перемены и, так скажем, трудность
для психики пребывание в этой области, она была в разы сильнее. Для примера, ну что значит сильнее? Например, ты не можешь есть. Ты не то чтобы хочешь есть, но не можешь, а просто тебе есть не хочется. Хотя ты как конь пашешь каждый день, таскаешь на себе рюкзак безумно тяжелый, проходишь эти километры пути, высота 5200 и выше. Кислорода мало, акклиматизация и физуха, какая бы она у меня хорошая ни была, ее все равно недостаточно, когда ты не живешь здесь постоянно, как кочевник. Казалось бы, организму нужно откуда силы восполнять, но он это не требует. Ты не хочешь не есть, ты периодически пьешь сладенькую водичку, подкрашенную слегка заваренным чаем, и этого вполне хватает. Ты не можешь спать. Дело в том, что каждый раз ночью во сне происходит такое глубокое и объемное, насыщенное, просто удивительное обучение, что чаша знаний внутреннего человека, внутреннего тебя наполняется до краев. И просыпаясь в 4-5 утра, ты понимаешь, что ты не можешь больше заснуть, потому что в тебя уже больше знаний не лезет. А если ты заснешь, то обучение будет по-любому, его не избежать. Самое яркое впечатление. Наверное, именно эта экспедиция, это все-таки, она для меня, она очень тяжелая. В принципе, я слышала это от всех участников. И самое яркое, это именно наполненность внутренних изменений и внутренней какой-то такой, борьбы, может быть, ее стоит назвать. Когда ты все время как будто бы, с одной стороны, продираешься сквозь что-то, с другой стороны, постоянно какое-то потрясающее солнце освещает тебя, и там запах лилий вдруг неожиданно просто дополняет легкие, и ты понимаешь, что ты живешь тут вообще совсем не зря, и все эти страдания, там, дня, 2-3, когда там ночью выходишь отгребать полпалатки от снега, все равно не зря. Наверное, самое яркое впечатление — это страна контрастов каких-то, когда настолько близко уже подошел, то что сомнений просто нет. Конечно, очень трудно передать, так скажем, все эти ощущения, потому что это то, что не ощущается, не щупается, не видится глазом, но тем не менее вся та чистота, все те энергии, которые исходят из Шамбалы, мы очень ярко ощутили на себе. Но это очень такое густое, так скажем, чистое, ядрёное пространство, в котором, попадая в которое, начинает высвечиваться, так скажем, весь твой внутренний мир. Всем привет! Меня зовут Василий. Я в экспедиции Тангла второй раз, в прошлом году был еще. И, собственно, каждая экспедиция, она дает, каждый день ты растешь так, как не рос, я не знаю, там, все 30 лет предыдущие с мелочи. Сюда нужно приходить с чистым сердцем, это самое главное. В этот раз гораздо легче, чем в прошлый раз, потому что здесь нечего делать, если ты еще не научился отодвигать свое эго. Да, в этот раз мы почти в 2 раза, наша экспедиция была дольше.
Благодаря тому, что мы уже второй раз, это было несколько легче. Но если бы первый раз было столько дней, это, конечно, был бы ужас. Тяжело. Физически, конечно. Физически тяжело. Когда физически очень тяжело, организм перестает воспринимать. Он вопит и хочет домой. Я в экспедиции уже второй раз. Можно что-то уже рассказать об этом? Наша экспедиция в этот раз проходила 12 дней, целых 12 дней. Знаете, это серьезное испытание для психики. Я не знаю, как это работает, но за 12 дней с тобой что-то происходит очень серьезное. Во-первых, она уже успевает сдать много раз, много разных испытаний. Во-вторых, сама атмосфера и сами токи, сама сила воздействия этих мест, она очень впечатляет. И, наверное, к концу уже 10-го дня ты становишься более таким уже смирившимся со многим, потому что, ну, допустим, уже 3-ю ночь не спишь, ну и, собственно, зачем? Не очень, наверное, и надо. То есть все очень сильно меняется, перестраивается, и это радиация, действительно огромная радиация этого места, она настолько тебя пропитывает, так что ты, с одной стороны, понимаешь очень многое, то есть хорошую такую обратную связь ловишь о своей жизни, о своих недостатках, о том, что тебе нужно потянуть, то есть по-хорошему тебе дает пространство, такое оплеуху, сбивает спесь, но это происходит как-то очень так хорошо, по-доброму, то есть это очень положительно влияет на твое развитие, вообще на твою жизнь. И с другой стороны, сбив вот такую спесь, дав такую оплеуху, появляется какое-то спокойствие, то есть уходит в твоей психике гонка за какими-то, наверное, эфемерными целями, которыми ты думал, что ты живешь, и появляется действительно настоящее спокойствие и свобода в твоей жизни. Мы в прошлом году были в этом же составе, в этом году мы вообще в том же самом составе. У нас там добавилось 3 новичка всего в команду. И на самом деле это очень удивительно, меня это очень удивляет, но готовность команды просто потрясающая какая-то по сравнению с прошлым годом. И как мы там продирались, как мы делали там акклиматизацию на Эльбрусе, как мы пытались найти вообще цель, зачем сюда идем, и командную, и личную. В этом году это просто небо и земля, вот, на самом деле. Как будто настолько вот прошел всего год, а люди будто изменились до неузнаваемости, и каждый знает, зачем он сюда идет. Но это ведь, согласитесь, это же просто надо быть полным безумным человеком, чтобы попереться в самую тяжелую экспедицию, готовиться к ней год, там, копить деньги, там, копить здоровье, тренироваться и пойти сюда второй раз. Это, этого не сделаешь, если ты не знаешь, зачем ты это делаешь. Я не знаю ни одного места, которое бы очень сильно меняло людей. Но могу сказать из своего опыта, что Тангла — это очень необычное место. Здесь как раз находится то самое сокровенная обитель учителей Шамбала, о которых многие говорят, знают, пишут, и к которым и стремятся. И я знаю многих людей, которые говорили, что с детства они мечтали попасть в Тибет, и это цель и мечта их жизни. И это сама звучание Шамбалы, само нахождение, оно очень сильно влияет. И любой человек, который сюда приезжает, осознанно работает над изменениями, очень сильно меняется.
То есть прежним не останется вообще никто. Два вопроса осталось. Мгм. Первый. Самое яркое впечатление какое? Общение с Махатмой определенно. Мгм. И последний. Хочешь ли вернуться еще раз сюда? Уже хочу обратно. Ага, зачем? Ну, были даны определенные задания, скажем так, и те уроки, которые были получены, они должны быть применены и как дары, я бы сказала, принесены обратно. То, как Дмитрий протаскивает на себе команду, это вообще отдельный разговор. То есть это человек, который берет, ну, можно так сказать, непонятно откуда энергию и силы. Ну, на самом деле понятно, откуда энергию и силы. Будучи здесь, то есть становится ясно, что только в полной синергии с пространством, с этими энергиями можно преодолевать себя, и это происходило, в принципе, постоянно. То есть не раз и не два приходилось выходить за грань физики и за грань психики. Казалось, что уже все расплавится, что уже сейчас все закончится, а на самом деле все только начиналось. О, это Раевский, это великий человек. Насколько он мощен, это постоянно только раскрывается в наших походах, в том числе, как он себя проявляет, как он себя ведет в сложных ситуациях, там, где ты уже, не знаю, чувствуешь себя просто каким-то щеночком, растерялся, и он стоит как скала. И настолько красиво то, что он делает, то, что он здесь понял, получил, это настолько грандиозно и красиво, что даже очень сложно как-то это описать. И это проявляется в каждом, наверное, его жесте, в каждом его движении. Он действительно стоит как такой страж, он как будто бы часть этих мест. И насколько тебе сложно, и как-то тебя выбивает, выплевывает, то он всегда помогает, именно являет собой, каким нужно быть вообще, в принципе, человеком, какие проявлять качества, как быть, как достойно себя вести, собственно. И команда — это тоже, конечно, потрясающие люди. Нас 12 человек в этот раз. С нами есть новички. Они интересны, талантливы, по-своему своеобразны. Им пришлось, наверное, сложнее всего. Мы проводили работу над тем, чтобы их тоже включить в коллектив, и чтобы они вообще въехали, что здесь происходит, что за экспедиция, какие цели, чтобы они действительно стали частью по-настоящему. Потому что те, кто был в первый раз, это состав 10 человек, без вот 2-3 даже новичков, он уже как-то чувствуется, что есть закалка. И так вот эти люди, все в целом, которые были в прошлую экспедицию, и плюс новички, действительно люди, на которых можно опереться, с которыми не страшно, не знаю, чтобы не случилось в жизни, и на войну, и ну, это так образно. И это очень талантливые и очень сильные люди со стержнем. И очень интересно наблюдать и видеть, как именно здесь эта сила, этот потенциал и этот стержень по-настоящему раскрывается. Смотря чему ты созвучишь, если ты созвучишь чистому и светлому, то больше проявляется этих качеств. Если есть какие-то драконы, которые беспокоят сильно, то драконы начинают вылазить со страшной силой. Но, собственно говоря, все время эта борьба внутри идет. На самом деле, это такой вопрос, наверное, обычному человеку, который сидит дома на диване, там смотрит телевизор, всякие разные программки. Очень трудно поверить в то, что происходит здесь, но, если честно, наверное, самая главная наша миссия в том, что мы очень хотим поведать миру о том, что учителя существуют, что Шамбала существует, что это не миф, это не сказка, это вполне такая существующая реальность. И
осуществляя вот уже вторую экспедицию, я понимаю, что чем больше мы ходим, тем больше внутри рождается веры и непреложности в то, что это действительно есть, и в то, что учителя очень хотят сотрудничества с миром. Вот, за этим мы сюда и ходим, собственно говоря. И пусть для кого-то это будет несуществующей сказкой, для нас это вполне реально, и мы хотим рассказать об этом. Поэтому мы здесь.